Всем привет! Вы на канале Готовь со мной. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом ухи или супа. Как вы считаете, уха это суп или нет? Интересно ваше мнение, пишите в комментариях, как всегда. Будем общаться и выяснять, все-таки уха это суп или нет. Сегодня я хочу вам показать рецепт ухи по-приморски из нашей местной, посмотрите, корюшки. Я обожаю корюшку. Кто знает, чем она пахнет? А? Знаешь, напиши. Не знаешь, спроси. Ой, меня этот запах просто с ума сводит. Я бы, вот был бы такой одеколон, да, я бы душился бы целый день. Ну что, поехали. Для начала мы почистили картошку. И сейчас нарежем ее. Кто как любит. Я вот для ухи, наверное, все-таки порежу кубиком. Иногда я это делаю соломкой. Ну, вот так вот душа вот сегодня запела, так сказать. Так, вода у нас закипела. Предварительно я ее уже посолил. Ну, солим, конечно, всегда умеренно. Потом будем пробовать. Добавим. Хочу, пока режу овощи, рассказать историю про уху. Будучи в Китае, в одном из рыбных ресторанов, я заказал 2 вида ухи. Ну вот прям вот захотелось ухи. И смотрю, там разные рецепты, у них все написано, так было хорошо. Разная рыба и, в принципе, разные ингредиенты, короче. Ну что, я вот заказал, принесли, вы не поверите, 2 вот таких тазика. В наших ресторанах бы вот этот тазик бы разлили на 5 человек, это минимум. Ну, думаю, ладно, попробовал из первого. Ну, вкус, конечно, у нас уха, это уха. А тогда я первый раз столкнулся, это было давно уже. Сейчас я уже, наверное, не закажу такие блюда, потому как, ну, у них все такое специфическое, там все перемешано и, ну, не для меня. Вот мне не понравилось, честно. А если у вас вот были какие-то истории с ухой, тоже рассказывайте, интересно. Потому как даже не только у нас в России, в разных регионах свои рецепты ухи. А про разные страны я вообще молчу. Ну, в Европе, наверное, там более адаптировано, наверное, к нашему вкусу. Я надеюсь. Я в Европе ни разу уху не пробовал. А вот в Азии приходилось. И причем много где. Но нет. Ну, не умеют они варить уху по нашему вкусу. Я бы так сказал. Так, мы отправили картошку вариться. Закрываю крышкой. С луком. Небольшую головку лука репчатого я беру. Половина я сразу отправляю к картошке. Режу мелко, кубиком. А вторую половину я добавлю тогда, когда уже будет практически готова уха. То есть сейчас дело репчатого лука отдать все свои вкусовые качества. Далее, как только вода закипела, я режу морковку мелким кубиком. Так. И отправим все это к картошке. Потому как температура, время готовки картошки и морковки практически одинаковая. Так, все. Нарезали морковку, закинули. Вода как раз закипела.
Так. А есть люди, кто не любит уху. Интересно. Я без нее практически жить не могу. Ну, рыбу я очень, конечно, уважаю, но не всякую. Для меня основополагающим фактором является свежесть рыбы. То есть парная, либо вот недавно замороженная, скажем так. Все, варим до готовности картошки и продолжим чуть позже. Нам еще потребуется перец. Когда он у меня есть, а тем более такой, это наш приморский. Ой, запах прям лето. Лето-лето. Да, у нас уже выращивают и зимой такие перцы вкусные. Почему я и говорю, что уха по-приморски? Почему? Потому что все ингредиенты наши местные, приморские. Рыба, картошка, морковка, перец, лук репчатый и даже укроп. Единственный ингредиент, я скажу позже какой, даже не из России. А какой, узнаешь чуть позже. Смотри до конца видео. Да, если ты еще не подписался, подпишись. Включи колокольчик. Напиши комментарий. Мне будет приятно, тебе просто. Мне приятно. Так, порезали мы перец кубиком мелким. И крошим сразу же за ним укроп. Мелко-мелко, как только ты умеешь это делать. Ты студент, тебе сюда, помогу тебе всегда. Мелко-мелко рубим, режем. Чем мельче, тем лучше. Переключаем, как только сильно закипела вода, на единичку. И нам этого будет достаточно. Уху на большом огне варить не стоит. Все должно быть умеренно, даже чуть меньше умеренного. Особенно, когда мы закинем рыбу. И только когда картошка уже готова, мы отправляем нашу рыбку в кастрюлю. Предварительно, естественно, мы ее чистим, моем. А то некоторые спрашивают, а вы рыбу-то чистили? Это как в том кино. Помните, да, когда операцию стали делать там кому-то? Говорит, вы руки хотя бы помыли? Была кинокомедия. Кто помнит, как она называется, напишите. Но это было все связано с Новым годом. Так. Рыба на месте. Закрываем крышку. Как только вода закипит, делаем на единичку. Уха, повторяю, должна вариться на медленном огне. Не крупная рыба варится 4-5 минут. Этого достаточно. Самое главное ее не переварить. Наша рыба самое то. Добавляем сюда оставшийся репчатый лук и зеленый болгарский перец. И скоро я расскажу о секретном ингредиенте. И это не рюмка водки, это точно. Конечно же, рюмка водки здесь не помешает, однозначно. Но я сегодня за рулем, мне надо ехать дальше. Не могу себе этого позволить. Овощи должны, 1,5-2 минутки чуть-чуть на медленном огне прокипеть. И потом мы добавляем зелень, выключаем. Ждем минут 10 и наслаждаемся. Овощи приготовились. И заключительный этап мы добавляем зелень. Какая уха без укропа? И в это время секретный ингредиент. Кто досмотрел до конца, тот узнает, что это. А это бам-бам. Перец. Вроде бы как обыкновенный, но он не обыкновенный. Это перец вымочен в красном вине и высушен на солнце. Покупал я его, страна здесь такая Камбоджа.
А когда я приезжаю в какие-то страны, я обязательно, я не бегу на базар там за шмотками, а покупаю специи. Это правда, да. Потому что у нас, допустим, в России очень тяжело найти хороший, настоящий, там, допустим, тот же перец с горошком. Вот этот черный перец, вымоченный в красном вине, высушен на солнце. Вкус, я вам скажу, это непередаваемый. Вкуснотища. Уха по-приморски готова. Божественно. Уха удалась. Она такая сладенькая. В меру, ну, все в меру. Очень вкусно. Оторваться невозможно. Короче, ты знаешь, что делать. Напиши комментарий, поставь лайк. Подпишись на канал, если еще не подписан. Дергай там за колокольца. Я пошел есть. Увидимся на кухне. Пока.